Вот такая красота у меня с ней получилась. Это булочки с маком. Смотрите, если вы хотите узнать, как я их сделал, оставайтесь на моем канале, и я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня займемся выпечкой. За составляющими или ингредиентами для теста следите за моим видео. Я все буду подписывать под кадром. Так что давайте, чтобы время не терять, пошли и приступим. Итак, все составляющие у меня здесь уже на столе, а все буду подписывать вам под кадром, так что смотрите видео внимательно. В первую очередь я буду замешивать жидкие ингредиенты. Я добавлю теплое молоко, здесь 300 мл теплого молока. Пол чайной ложки соли и 200 грамм сахара. Добавляю одно яйцо. Здесь я разместил 200 грамм, здесь я разместил 50 грамм живых дрожжей, немножко сахара, немножко муки, немножко теплого молока добавлю. Пускай оно еще немножко постоит здесь, пока мы замесим яйцо, сахар с молоком. Теперь я добавлю ванилин на глаз. И добавлю наши дрожжи. Вот так они уже у меня подошли. Посмотрите. И включим опять миксер. Теперь я поменяю этот смеситель, вот этот, и поставлю для теста. И сюда мы добавляем 650 грамм уже просеянной муки, и там 1 чайная ложка разрыхлителя. И пусть она замешивается минут 10. Начинаем с маленьких оборотов, и потом обороты мы прибавляем. А теперь мы сюда добавим 100 грамм растопленного сливочного масла. Начинаем месить с маленьких оборотов, и потом мы обороты увеличим. Итак, тесто у нас вымесилось. Не пугайтесь, оно немножко жидковатое будет. Не пугайтесь, оно лучше будет подходить, и потом будет легче работать, потому что оно все равно будет эластичное, и когда мы будем разрабатывать на столе, то мы еще добавим немножко муки. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь мы переложим все сюда в миску. Миску я уже попрыскал пекарным маслом, чтобы тесто не приставало к стенкам. Так. И теперь мы немножко тесто посыпем сверху мукою. Вот таким образом. Очень эластичная, мягкая. Вот так. Накроем полотенчиком и поставим в теплое место подходить.
Вот и все. Прошу прощения, забыл включить микрофон. Ну ничего, мы справимся сейчас. Итак, пора работать с нашим тестом. Посмотри, как хорошо оно подошло. Оно подходило у меня пару часов, даже поднималось уже, я уже опустил, придавил ее вниз. Теперь мы возьмем немного муки, посыпем наш стол и тесто переложим на стол. Посмотрите, как хорошо оно выходит у нас с миски. Теперь тесто мы немножко помнем и разделим на две ровные части. Вот так. Одну часть мы оставим на столе, другую обратно в миску и накроем, чтобы оно не проветривалось у нас. А тем временем вторую половинку, то, что у нас осталось на столе, мы немножко опять промесим вот таким образом. Смотри, какое прекрасное тесто. Эластичное, мягкое, оно еще и хорошо теплое. Прямо дышит на руках. Теперь эту часть мы разделим пополам опять. Одну половинку мы оставим посреди стола, а другую поставим сбоку. Чем меньше у меня половинки теста, тем легче мне работать. Немножко так вот помнем с двух сторон. Смотрите, чтобы у вас муки достаточно было, потому что тесто жидковатое. А теперь мы немножко скалкой пройдем и сделаем такой, как четырехугольник. Вот таким образом. И теперь наше тесто раскатано. Теперь мы возьмем топленое масло и кисточкой как следует мы помажем это тесто. Как следует. И теперь мы посыпем маком. Вот так поверху масла мы посыпем теперь маком. Очень к краям теста не подходите. А теперь мы возьмем сахар и сверху посыпем сахаром. Вот таким образом. Тоже к краям теста сильно не подходите. И теперь аккуратненько мы будем заворачивать, как колбаску делать. Вот так. Делайте аккуратненько, потому что не забывайте, наше тесто еще жидковатое, и торопиться нам некуда. Потихонечку все это делаем так, чтобы мак, сахар, все оставалось внутри этой колбаски у нас. А теперь аккуратненько мы эту колбаску переложим посередине стола нашего. Конечно, немножечко подсыпем, чтобы не прилипало к столу. И место там, где у нас шов от теста, мы немножечко пройдем и попробуем соединить как следует, чтобы когда у нас будет выпекаться или когда мы будем разрезать, чтобы у нас этого ничего не развалилось, что нам нужна полная колбаска. И, конечно, немножко по краям мы приправим тоже. Вот таким образом. Теперь эту колбаску мы разрежем пополам. Вот так. И каждую половинку мы разрежем на 5 ровных кусочка.
Так что у меня с одной колбаски получилось 10 ровных кусочка. Теперь каждый кусочек мы помнем в муке с одной стороны и с другой стороны, и получаются такие булочки вот такого вида. И все мы будем складывать на противень. У меня приготовлено 2 средние противни. В общем, на каждую противень мы положим по 10 булочек. Итак, последнюю мы положили туда на противень. Посмотрите, как она у меня все выглядит. Как вы видите, у меня 10 ровные булочки. Теперь этот противень мы оставим, и пускай наши булочки отдыхают. А в это время у нас духовка уже включена на 180 градусов. И пока этот первый противень у нас отдыхает, мы также накроем полотенчиком, чтобы не проветривался. И мы займемся второй половинкой теста, то, что у нас осталось. Точно так же все мы сделаем. Раскатаем, помажем маслом, посыпем маком и сахаром. Все наши кусочки теста мы проработаем таким же образом. Итак, наши булочки здесь постояли 15 минут. Теперь я быстро их пройду нашей болтушкой, то, что я здесь сделал. Это яйцо с молоком. Так. Вот таким образом. А теперь с Богом. Пускай запекаются у нас. Итак, посмотрите, какая прелесть у нас не получилась. Булочки с маком. Какая прелесть, посмотрите, какая красота. Сейчас я их быстро пропрыскаю водой и накроем чисто полотенцем, пускай они отдохнут немножко. Итак, наша первая партия немножко остыла. И чтобы подать немножко красоту нашим булочкам, я их посыплю немножко сахарной пудрой. Совсем немножечко. Совсем немножечко. Вот так. И там мы их перенесем красиво на тарелочку. Вот такая прелесть у нас получилась. Посмотрите. Это наша выпечка на сегодня. Булочки с маком. Какая прелесть. А теперь давайте попробуем одну булочку. Честно говоря, я результатом своим доволен. У меня было 4 противни и 10 булочек на противень. Значит, у меня 40 булочек получилось. Какая прелесть. А давайте теперь я одну возьму и попробую. Сейчас я разломлю перед камерой. Посмотрите, какие мягкая, воздушная. Посмотрите, какая прелесть. Результатом своим доволен. Теперь посмотрим, что на вкус. Настолько вкусно. Сладкие. То, что надо с чашкой кофе или чая. Если вы посмотрели, я в тесто добавлял много сахара.
потому что у меня все сладкоежки. Так что если вы хотите, вы можете в тесто добавить немножко меньше сахара. Я надеюсь, это видео не было вам скучным. Я надеюсь, что это видео даст вам какую-то идею тоже что-то сделать дома. А на этой сладкой, вкусной, аппетитной ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких, и своих друзей. А самое главное, всем мирного неба. Эта война уже надоела, то, что происходит. И молю Бога, чтобы она закончилась быстро. Пока-пока.